Закончился хлеб, а вы на самоизоляции точно так же, как и я, и огромное количество людей сейчас. Не беда. Сейчас я вам покажу, как решить эту проблему быстро, без дрожжей и без духовки. Меня зовут Мария Мироневич. Вы на канале Как похудеть. Давайте быстро приготовим вкусные лепешки, которые вот в такие моменты замечательно нашей семье заменяют хлеб. Начинаем! Нам понадобится 300 грамм кефира. Вы вообще можете использовать любую кисломолочную продукцию, простоквашу, ряженку, тогда будет очень нежный вкус. Добавляю соль, соду и немного сахара, прямо щепотку, для того, чтобы вкус был гармоничным. По вкусу моему, обожаю итальянские травы, знаете, везде их добавляю, половина чайной ложки. Еще добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Сейчас все это хорошенечко быстро перемешиваем, никакие там супер дополнительные инструменты не нужны. Вот так все выглядит, уже пахнет вкусно итальянскими травами, и начинаю добавлять муку. Мука у меня вся белая, я ее предварительно просеяла. Я очень люблю этот рецепт за то, что, как вы видите, он простейший. Кефир погасил соду, добавляем муку, травы по вашему вкусу, можно добавить сухого чеснока, в общем, все, что нравится именно вам. И теперь просто все перемешиваем с помощью ложки. Теперь, уже когда максимальное количество муки в тесто вмешалось, я начинаю работать руками для того, чтобы все соединить в один комочек теста. Тесто я уже замешала, вот такое оно получается. Видите, что тесто возвращает себе форму. Теперь нам нужно дать ему отдохнуть. Отправляю тесто обратно в миску, накрываю полотенчиком и оставляю на 20 минут. Вы можете накрыть пищевой пленкой. 20 минут прошло, наше тесто постояло, оно стало очень эластичным, нежным. Теперь я его сейчас раскатаю в колбаску. Теперь с помощью ножа для хлеба разделяю наш батончик на 4 части. Теперь из каждого кусочка батона, который у нас получился, делаем шарик из теста. Вооружаюсь скалкой и с помощью скалки раскатываю лепешку по диаметру, примерно как моя сковорода. Как вы видите, тесто легко и быстро раскатывается, не требует каких-то дополнительных усилий. Оно не липнет к скалке, хотя я не использовала дополнительно ни масло, ни муку. Это тоже большой плюс, потому что не люблю, когда потом на столе остается много муки, которую нужно убирать. Таким образом раскатываю все 4 лепешки. Сковородку я поставила, уже включила на самый маленький огонь. Теперь с помощью кисточки немного смазываю растительным маслом. Больше не нужно, потому что масло есть у нас уже в тесте. Отправляю лепешечку на сковородку, накрываю крышкой и буду готовить под крышкой. Естественно, переверну, вы все увидите. А пока эта лепешечка печется, раскатываю остальные лепешки. Прошло около 3 минут, открываю крышку. Перед тем, как перевернуть лепешку, тоже с помощью кисточки смазываю маслом, для того, чтобы она у нас получилась румяная и, конечно, не пригорела. И вот теперь ее переворачиваю. Вот такая получается красивая румяная лепешка. И накрываю ее крышкой и оставляю еще на пару-тройку минут. Вы только посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Обратите внимание, часть лепешек я приготовила вот такие. Они получаются более пышные, вкусные, ароматные, и их просто можно использовать вместо хлеба. А вот такие лепешки, которые получаются более большими по диаметру, но более тонкими, отлично подходит как основа для ленивой пиццы. В принципе, так сейчас, находясь на карантине, мои дети ее и используют. И еще большой плюс, что их можно приготовить много и заморозить. И в любой момент, когда вам понадобится заменитель хлеба, либо приготовить пиццу, вы достаете лепешку, размораживаете и готовите то, что вам надо. Теперь, если у вас закончился хлеб и нет возможности сходить в магазин, вы знаете, как просто, быстро и, кстати, экономично решить эту проблему. Просто берем кефир, либо любую кисломолочку и готовим вот такую вкуснятину. Простые лепешки, они являются замечательной основой для любого завтрака, к любым соусам, к сыру. В общем, все, что вам угодно, с ней можно делать. И у вас всегда будет возможность что-то приготовить вкусное для своей семьи, потому что сейчас, когда мы все дома, такие рецепты очень сильно выручают. И меня в том числе. Именно поэтому таким рецептом я решила с вами поделиться сегодня. Надеюсь, этот рецепт вам понравится. Если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк. И, конечно, кто приготовит, пишите ваши отзывы в комментариях. Это очень важно для меня. А вот здесь
появятся наши новые полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была по-прежнему самоизолированная Мария Мироневич. Я желаю всем добра, любви и, конечно, здоровья. Берегите себя и своих близких.